Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Людмила Шпакова в потоке. Сегодня мы с вами поговорим о вас. И наш разбор будет называться так: кто вы, куда вы идете и зачем. И уже традиционно я сделаю этот разбор только на одну позицию. Для того, чтобы это получилось глубоко, емко, для того, чтобы те, кому он предназначен, этот разбор, услышали какие-то самые-самые важные, сокровенные вещи для себя. Как сегодня мы будем с вами разговаривать, вести наше расследование? Сначала сделаю сигнификацию вас, какая вы сегодня. Чем вы живете, какие у вас энергии, может быть, какой вы человек по жизни вообще. Посмотрим на это. Если вы себя узнали, только в этом случае, мы с вами будем смотреть дальше. Кто вы? Конечно же, не с моей точки зрения, а с точки зрения высших сил, которые ведут вас по жизни, которые лучше нас с вами понимают и знают, кто вы и зачем. Кто вы, куда вы идете и зачем. И вообще справляетесь ли вы с какими-то своими задачами, которые на вас, конечно же, возложены, как и на любого человека на этой земле. Ну что, мы с вами начинаем. Сигнификация. Так, очень интересно. Вот смотрите, вы человек, в котором заложено очень много творческих возможностей. Но какие-то основные ваши способности, я бы так сказала, они были открыты вами самой не с детства, когда человек там ходит в художественную музыкальную школу, а из-за того, что вы попали в какую-то сложную ситуацию в жизни. Как будто бы жили вы, работали, например, бухгалтером или работали, начальником налоговой службы и так далее. И тут вы потеряли работу. Может быть, развелись, может, еще что-то. Произошел какой-то такой стрессовый момент. И из-за этого стрессового момента, после того, как вы его пережили, вы открыли в себе эти способности. К примеру, начали рисовать. Здесь очень много говорится именно про изобразительное искусство, но к нему на самом деле прилагается очень много различных талантов. То есть вы можете прекрасно шить, вы можете быть дизайнером одежды, вы можете быть архитектором, вы можете быть дизайнером интерьеров. То есть все, что связано с изобразительным искусством. Ну и, конечно, вы просто могли начать рисовать. Такая интересная особенность, как будто вы знаете, этот талант или эти таланты, они были у вас, они были заложены в вас, просто жизнь складывалась по-другому. Родители, возможно, отдали вас в какой-то такой более прикладной вуз, чтобы вы могли себя применить в этой жизни, заработать деньги, А таланты дремали. И когда высшие силы поставили вас в некое такое, безвыходное положение, вы эти таланты вытащили из себя. Они как-то сами вырвались, я бы так сказала. Что нам говорят о вас? Вы человек непростой, вы человек видящий. Здесь идет карта видящего человека, что вы можете встречаться с сущностями тонкого плана, с различными, возможно, элементалями. Почему я говорю элементалями? Потому что
Здесь говорится, что вы любите природу, возможно, живете рядом с лесом, рядом с озером, рядом с морем. И когда вы соприкасаетесь с этой природой, да, то есть вы выходите на море, выходите в горы куда-то, да, там вот в лес, куда-то на природный ландшафт, который находится рядом с вами, вы можете увидеть сущности, которые живут именно там. Да? Кто такие элементали? Это сущности стихий. И очень много сущностей находится как раз вот в таких местах, как лес и так далее. Чаще всего в лесу, возле озер их можно встретить. И вы видите, можете общаться, можете просить о чем-то, да, различных вот стихийных духов. Вот, значит, что еще? Здесь вообще очень много о вашем таланте, действительно, такого, знаете, парламентера, что ли. У вас есть талант видеть не только сущности леса, да, но и более высших сущностей тонкого плана, слышать какие-то послания от них и передавать эти послания людям. Но вы этого стараетесь не делать, потому что люди, ну, как-то считают вас немножечко не от мира сего. Да? Люди вас не принимают. Вот этот дар, да, он людьми не оценен в должной степени. Вот, не оценен. Но он тоже здесь присутствует. Также, значит, у вас во всем присутствует эстетика. Вы человек-эстет. И дом свой, даже если вы этот дом снимаете, да, к примеру, это не ваш дом, вы пытаетесь своими руками, своими усилиями сделать вот таким, как вам нравится. Вам нравятся картины, вам нравятся какие-то очень своеобразные, необычные цвета стен, например, да, или каких-то элементов декора, например, там красный цвет, да, который внезапно начинает там выглядывать откуда-то из уголков. Вот. Вы очень озадачены тем, чтобы эстетика присутствовала в вашей жизни, чтобы она везде всегда была. Это прослеживается и в одежде, это прослеживается в вашем доме, вот, и в каких-то ваших деяниях. Иногда эта эстетика воспринимается как эстетика очень эксцентричная. Иногда я не могу до конца выговорить слово, да. То есть люди говорят, что вы сделали что-то слишком вычурное, слишком яркое, да, что вы оделись во что-то яркое, несоразмерное вашему возрасту, к примеру. Вот, соответственно, здесь идет самовыражение ваше, которое очень плохо понимается окружающими людьми. И также говорится о том, что ваша профессия, да, вот основная, да, профессия, которая еще не включала открытие талантов, она какая-то совершенно такая бытовая, очень такая заземленная, да, и в этой профессии вам очень тяжело. К примеру, если, опять же, да, вы работаете бухгалтером или продавцом в магазине, вам все время хотелось что-то сделать не так, что-то улучшить, как-то сделать покрасивее. И рутина очень сильно вас добивает, рутина, когда нужно заниматься какими-то рутинными делами. Вот, значит, вы еще человек, которого слушает общество. Вот в каком плане, смотрите. Здесь как-то, знаете, интересно к вам люди относятся. Как будто бы они вас считают немножечко, ну, не от мира сего, да, но на самом деле всех экстрасенсов считают не от мира сего, чтобы вы вот это понимали. Значит, вас считают немножко не от мира сего, но всегда ждут, что же вы скажете. И всегда внемлют тому, что вы скажете. Всегда запоминают, да, она же говорила, блин, надо запомнить, да. То есть вот как-то интересно. В глаза вроде как они могут посмеиваться над вами, да, или там в чем-то вас обличать, в ведьмовстве, например. А за глаза они как бы такие, типа, крутая тетка, сказала классные вещи. Вот. Значит, у вас, ну, скажем так,
ну, есть способность, я думаю, что эта способность есть, конечно, у многих интровертов, да, когда случаются проблемы, когда случаются скандалы, вы стараетесь избежать такой явно конфликтной, значит, ситуации, да, формы общения и убегаете в себя. Вам проще гораздо в любом конфликте не орать, не кидаться тапками, да, а спокойно уйти в комнату, закрыть комнату, посидеть в одиночестве и вот какой-то стресс просто-напросто проглотить. Вот просто как бы пытаться успокоиться дыхательными практиками, медитацией, но только вот чтобы не орать, ничего не выяснять, и мысленно вы себе представляете себя или в лесу как раз-таки, или вообще где-то на другой планете, чтобы отвлечься и чтобы перестать вот это вот все переживать. То есть вы не конфликтный человек, вы не любите раздувать пожар какого-то конфликта, да? Вы стараетесь его загасить и пережить все в себе. Вы из себя стресс не выпускаете. И понятное дело, что этот стресс делает со здоровьем, да? Этот стресс ваше здоровье может подкосить, мои дорогие. Нужно выпускать свою злость, свой гнев. Ну, не обязательно на близких, да, но тем не менее нужно выпускать. Хорошо. Кто же вы с точки зрения высших сил, если вы себя узнали? Так, с точки зрения высших сил, вы человек, который не умеет использовать свою внутреннюю силу. Здесь, значит, нам говорят следующее, что внутри вас есть сила превращать мечты в реальность. Ну, то есть заземлять свои какие-то фантазии. Если вы что-то хотите, да, вам достаточно как-то правильно захотеть, я бы так сказала, для того, чтобы это сбылось. Но дело в том, что вы не верите в себя. Вы думаете, что вы слишком слабая, слишком, ну, еще мало знаете, да, например, там, или еще что-то в каких-то техниках вот этого, собственно, исполнения желаний, я бы сказала. То есть нам буквально говорят, что вы человек, у которого есть способность исполнять желания, заземлять свои мечты. Значит, но вы не верите в себя, вам все время кажется, что есть кто-то более мудрый, более успешный, чем вы. У вас не получится. Неважно, чем вы занимаетесь. Да? То есть, если вы художник или хозяйка галереи, или, допустим, вы действительно экстрасенс, таролог, вам постоянно кажется, что кто-то другой умнее, что у кого-то другого получается лучше. А вот вы, несмотря на то, что вы там долго учитесь, да, ну вот не такая, я еще не доросла, я еще не доделка какая-то. Вот ваше отношение к себе. И вот это ваше отношение, неверие в себя, да, для высших сил выглядит как позиция жертвы. Поэтому в позиции жертвы всегда все тормозится, да, потому что повешенный это аркан, который тормозит, вгоняет в стагнацию. И вам иногда кажется, что у вас ничего не происходит или что-то застопорилось в жизни. Вы никогда не анализировали, возможно, этот момент, но это случается после того, как вы в очередной раз не поверили в себя. Да, была возможность двинуться с места, открыть бизнес, перейти на новую работу, начать практиковать в другой сфере какой-то, продать свою первую картину. Ну, к примеру, да, раз уж у нас разговор про изобразительное искусство пошел.
Но вы застопорились, вы сказали нет, внутренне сказали нет, я этого не заслужила еще, я вообще этого не заслуживаю всего, как бы я не, это все не для меня. И высшие силы стопорнули процесс. Понимаете, да? Как только здесь вам подсказка сразу идет, как только вы не верите в себя, как только вы считаете себя маленькой, считаете, что у меня не получится, они сразу исполняют эти ваши слова. Вы становитесь маленькой, и у вас не получается. Дальше. Вы человек, который реально может вершить чужие судьбы, что интересно. В частности, здесь говорится о мужчинах, да, о том, что, первое, да, для мужчин вы кубковая женщина, и они видят вас прежде всего маленькую девочку, слабую, нежную, да, кому-то, возможно, хочется вас оберегать, а кому-то хочется рабыню себе такую, да, ну и таких, конечно же, большинство. Взять себе в жены такую всю нежную, ранимую девочку и потом как бы внушить ей, что она нафиг никому не сдалась, и она будет сидеть возле человека, да, возле мужчины. Значит, так вот, мужчины вас такой видят, но когда вы приходите в их жизнь, у них начинается удивительная реализация. Как будто бы, знаете, вот вы приходите, и мужчина становится умнее, успешнее, он начинает рядом с вами расти. То есть я думаю, что вы уже ни одного такого мужчину вырастили, да? Может быть, разговор там о муже или мужьях, может быть, о просто мужчинах, с которыми вы встречались, да? Вот он начинает с вами взаимодействовать и прям умнеет на глазах, понимаете? Умнеет и успешнеет, устраивается на работу, открывает бизнес, и все у него поперло. У него поперло, а у вас десятка мечей. То есть у вас есть способность продвигать других людей, но при этом вы себя полностью опустошаете. Вы вообще в любви себя полностью опустошаете, нам говорят, что вы как-то не умеете контролировать, да, уровень эмоций, который вы вкладываете в человека. Вы настолько любите, вы настолько искренне, вы настолько все из себя вытащили и раздали, что мужчина стал успешным, простите, двинулся вверх, что происходит? Двинулся вверх, какую-то карьеру сделал, а вы остались ни с чем. И куда он пошел? Он пошел к следующему источнику, да, который его будет подогревать и дальше. А вы остаетесь ни с чем. Вот, значит, что еще нам говорят о вас? Нам говорят о том, что ваши способности, да, то есть в сигнификации нам сказали, что у вас есть какие-то именно магические способности, да, способности видящей женщины. Для того, чтобы их правильно анализировать, презентовать, да, у вас не хватает знаний, маг у вас перевернут. То есть, когда карта мага идет вот в этом контексте, да, в прямой позиции, это говорит о том, что человек обладает знаниями, потому что маг – это знание, жрица – это способности, которые открываются у души сами собой, да, тайные знания, а маг – это знание и умение пользоваться этими способностями. Так вот, у вас от рождения как бы способности жрицы присутствуют, а знаний, по сути, не хватает для того, чтобы вот себя как-то реализовывать, презентовать обществу, пользоваться этими способностями, проще говоря. Вот, значит, ну вот таким вот макаром вас видят высшие силы, да, вот кто вы для них. Куда вы идете и зачем? Куда вы идете и зачем?
Угу. Здесь первое. Нам говорят о том, что вы собрали в себе очень много разных учений. Возможно, вы занимаетесь йогой или какими-то йогическими учениями. Плюс астрология, причем ведическая астрология. Да? Может быть, вы увлечены буддизмом. Плюс вы можете ходить в христианскую церковь. Изучаете энергетику, изучаете процессы взаимодействия с высшими сущностями. То есть вы как-то, знаете, изучаете все и сразу, я бы сказала так. И подозрение у меня, что изучаете все самостоятельно через сеть интернет. То есть здесь очень много, вот когда мы говорим, куда вы идете, да, очень много разных учений, очень много разной информации, которую вы черпаете из открытых источников, да, как бы, и пытаетесь ее переварить и соединить воедино. А она воедино не соединяется. Понимаете? Потому что, ну, как вы понимаете, никакие тайные знания вам открыто в сети интернет никто публиковать не будет. Вот, значит, вы пытаетесь что-то такое сплести, связать какую-то паутинку внутри себя. У вас не получается, и вам поэтому кажется, что вы какая-то не такая, что у вас не выходит что-то в этой жизни. Вот, значит, тут вопрос в хаосе, да, то есть куда вы идете? Вы идете к обретению истинной себя. Ваша душа очень древняя, и ваша душа на самом деле она подразумевает такое, знаете, глубокое духовное одиночество, буквально как у монахов, знаете, когда вот они уходят на гору и сидят там долгое время в медитациях, ходят, чуть-чуть где-то покушали листики, которые увидели рядом растут, да, и опять сели в медитацию. То есть у вас такая душа, она уже очень-очень много прошла, и, возможно, в этом кроется какой-то ответ на вопрос о вашем одиночестве. Может быть, почему вы не замужем, да, или почему вы не можете найти для себя подходящего какого-то мужчину, да, но тяжело. Душа очень-очень древняя у вас. И очень тяжело найти действительно пару, которая бы услышала вас, поняла бы вас, да, вот, которой не надо было бы подстраиваться. И смысл такой, что сейчас вы набираете очень много разной информации. Это не обязательно магия, да, я же говорю, что это может быть астрология, это может быть философия, теософия. Какие-то, вы знаете, вот такое ощущение, что по кусочку отовсюду. Вы это набираете и думаете, что вот сейчас у вас откроется третий глаз, и вы наконец-то начнете все уже распознавать, как демиург, понимаете? Но ваш путь, куда вы идете? Вы идете назад к своей собственной душе. Потому что ваша душа, она на самом деле обладает колоссальными способностями, и она уже, вот все, что вы хотите знать, она уже это знает. И ваш путь – это пройти через хаос происходящего. И хаос здесь заключен даже, ну, скажем так, не только в тех знаниях, которые вы пытаетесь получить из интернета или книг. Хаос вообще происходит вокруг вас. Он происходит в вашей жизни. Вам нужно заниматься, может быть, детьми, их школой, зарабатыванием денег, решением вопросов там, каких-то других родственников. Кто-то вами недоволен, там, с работой проблемы. То есть у вас хаос, он как бы вас окружает, вы находитесь в центре него. Ваша задача выйти из этого смерча, да, то есть хаоса, который происходит. Постепенно упорядочить свою жизнь, какие-то расставить, скажем так, вещи по своим местам. Да? Если вас не устраивает работа, нужно поменять работу на более качественную, высокооплачиваемую. Если у вас проблемы с детьми, да, они там, допустим, не могут общаться в классе, в коллективе, их обижают или болеют, нужно конкретно заняться какой-то, одной проблемой и ее решить.
Понимаете? То есть хаос состоит из множества нерешенных вещей. Что такое хаос? Вот вещи, допустим, взять и со шкафа и выбросить, да, на пол. Ходить постоянно мимо кучи и пытаться отыскать там то носок, то трусы, то футболку и так далее. Вот. А если вещи лежат на полочках, да, вот здесь футболки, вот здесь трусики, вот здесь носочки, вы всегда знаете, где вам взять чистое, понимаете? То есть здесь смысл такой, что в данный момент жизни ваш путь – это выйти из вот этих хаотичных событий, которые формируются вами же, вашим внутренним состоянием. Выйти из этих хаотичных событий и упорядочить собственную жизнь. И вот как только вы ее упорядочите, в вашей жизни первое, что откроется, это действительно откроется какое-то ясновидение у вас. Здесь разговор конкретно об этом. И в вашу жизнь может прийти настоящая духовная любовь. То есть может прийти человек, который будет родственен вашей вот такой глубокой, древней душе. Зачем вы туда идете? Да, зачем вы туда идете? Ну, тут говорится о том, что ваша душа сама выбрала для себя подобный путь и подобные испытания, потому что за множество своих жизней она первое, что не поняла, как взаимодействовать с противоположным полом. Понятное дело, что душа не всегда воплощалась в женском обличии, да? Просто ваша душа до сих пор не наработала опыт взаимодействия с противоположным полом. Как удержать отношения, как быть счастливой в этих отношениях, как сделать это. Поэтому, да, в данный момент вы проходите через этот хаос, пытаетесь все упорядочить, да, и только вот когда вы действительно разложите все по полочкам, к вам придет эта любовь, потому что ваша душа так захотела. Зачем вы идете этим путем? Ваша душа участвовала в выборе этой жизни, участвовала в выборе вашей судьбы. И она сказала: я должна понять, как я буду взаимодействовать с противоположным полом, как это выстроить отношения с другой душой, как это найти своего среди тысячи. И поэтому этот путь выстроен именно таким образом. Именно таким образом. Но у вас очень мощный ангел-хранитель, и он здесь вот прям показан. Значит, здесь говорится о том, что если вы окунетесь в море времени, да, то есть в свою память, если вы окунетесь, то вы увидите, что всегда в вашей жизни ваш ангел-хранитель был рядом с вами. Он всегда вам помогал, как бы плохо ни было, он присылал вам людей необходимых, он присылал вам какие-то подарки судьбы, может быть, материальные подарки, да, то есть какая-то поддержка от него все время была. Вот так. Ну, собственно говоря, вот и все. Да, вот такой вот у нас сегодня получился расклад, мои дорогие. Надеюсь, что вы услышали что-то важное для себя. Ну, а я, как обычно, хочу поблагодарить вас и пожелать вам только одного: встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.